Я всех приветствую, добрый день. Дорогие друзья, мы встречаемся с вами в преддверии замечательного весеннего праздника, женского праздника, дня 8 марта. И я прежде всего поздравляю вас с этим праздником, вас и всех женщин России. Хочу пожелать вам всего самого доброго, и личного счастья, и производственных, в широком смысле этого слова, успехов. Мы все хорошо знаем, что в традициях практически всех народов Российской Федерации особое отношение к женщинам. Особое. И здесь связано и прежде всего самые теплые душевные отношения к маме, благодарность маме за жизнь, за воспитание, за внимание, за душевную теплоту. Это особое отношение к подругам, к женам. Конечно, на женщине очень много всяких обязанностей. Здесь дома надо быть и красивой, и привлекательной, и в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому. Вот о детях я уже говорил, но часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как дети. Ну а что касается работы, то женщины наши всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда отличаются особым отношением к тому делу, которым занимаются. Они очень ответственны, то есть они, вы, ну и вообще женщины России, за что тоже отдельные слова благодарности. И в наше время женщины берут на себя обязанности по тем направлениям деятельности, которые в нашей стране, во всяком случае, традиционно всегда относились, относятся к таким мужским, как мы говорим, профессиям. Вот все эти направления представлены и сейчас на нашей встрече в Кремле. Это и военнослужащие, причем разных специальностей и направлений воинской службы, не только медики, связисты, но и другие военные специальности. Это оборонная промышленность, это наука. Да, даже, насколько я посмотрел, справки перед тем, как войти в этот зал, есть и артисты, которые напрямую связаны с военной деятельностью, участвуют в агитбригадах, выступают перед нашими бойцами, перед нашими ребятами. Вот этих направлений много, и, конечно, мы всегда будем оценивать вклад того или другого человека, вне зависимости от того, женщина это или мужчина, будем оценивать вклад по тому, что тот или иной человек, в данном случае наши женщины, делают в рамках своих профессиональных обязанностей. Повторяю, здесь разные люди, разные женщины, в том числе и есть те, которые сейчас проходят подготовку в рамках известной платформы «Время героев». Я надеюсь, вы нам тоже расскажете о том, как идет ваша там подготовка и какие перспективы перед вами открываются. Я еще раз от всей души поздравляю вас с приближающимся международным женским праздником 8 марта. Так, пожалуйста, кто из вас хотел бы начать? Да, пожалуйста. Спасибо, что вы нашли время и собрали нас в предпраздничном таком настроении. Я подполковник Годунова Ирина, командир батальона связи, семьи военнослужащих, родилась в Германии, детство проходила в гарнизонах. И с выбором профессии у меня вопросов не стояло. Потсдам. Однозначно. Закончила Новочеркасский институт связи, прошла путь от командира взвода до командира батальона. Личный состав мой исполняет обязанности не только на территории проведения специальной военной операции, но и в ППД, несут боевое дежурство,
обеспечивает связь командиру, дежурному боевому расчету, которые отражают атаку беспилотников. В подчинении у меня не только женщины, но и мужчины, и мы с ними общий язык находим, соответственно. В связи с тем, что противник ведет активную атаку по беспилотным летательным аппаратам, были созданы мобильные огневые группы. И результат их выполнения задачи, соответственно, зависит от того, как будет передано управление. Наш девиз: без связи нет управления. И мы стараемся выполнить эту задачу на отлично. Здесь женщины собраны разных родов войск, разных сфер, но мы все хотим победы над врагом на наших условиях, соответственно. Спасибо. Поскольку вы связист, как вы сейчас оцениваете ситуацию в этой сфере? Очень важной, одной из самых важных, потому что, как вы правильно сказали, без связи не может быть эффективного управления войсками, а значит и нужного нам результата. Вот Starlink отключали, так, отключили. Есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи. Есть и то, чем противник пользовался до сих пор, когда мы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали. Вот как сейчас, по вашему мнению, налажена связь, и что еще нужно сделать для того, чтобы она работала безупречно? Ну, вы знаете, работа ведется как бы в этом направлении, и, соответственно, развивается. Конечно, вот сейчас подняли вопрос по блокировке Телеграма, да, и это такой вражеский вид связи. Ну, нам надо что-то, наверное, разработать свое такое, улучшить, соответственно, макс доработать, и будет все хорошо на фронте. Есть еще вопросы, которые нужно доработать и в рамках этого макса, да? Да. Но в целом специальная связь в войсках. Специальная связь специальная связь организованная, соответственно, отлично, да. Проблем нет. Да, но вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны нам, представляет опасность для личного состава? Конечно, представляет опасность, да. То есть использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляют опасность для личного состава, да? Да. Ясно. Но вот специальные виды связи Минобороны, они работают? Все Да, они функционирует? работают в налаженном режиме, да. Хорошо, спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Мулагалиева Юлия, я военный хирург, участница второго потока программы «Время героев». На примере своей истории я хотела бы рассказать о том, как мечты сбываются. В 2013 году поступила в военно-медицинскую академию имени Кирова. И перед первой сессией нам старшекурсники рассказывали различные традиции, в том числе они рассказали, что если закончить академию с золотой медалью, можно приехать на торжественную часть в Кремль, и сам президент выступит с напутственными словами. Для меня, девчонки из обычной семьи, это стало целью на все 6 лет обучения. 2019 год, выпуск, заканчиваю ее с золотой медалью, гордость, слезы радости, ожидания. Сейчас поеду в Кремль. Но, к сожалению, не все поехали в Москву, и я в том числе осталась в Санкт-Петербурге. Далее дорога длиною в специальную военную операцию. А в Петербурге чем занимались? Мы также закончила военно-медицинскую академию, после была распределена в город Наро-Фоминск, в танковую дивизию, в медицинский батальон. И уже здесь продолжила службу. А сразу после окончания я осталась в Санкт-Петербурге, потому что поступила сразу в ординатуру, как раз по хирургии. И после уже была распределена в медицинский батальон. Далее мы с... Извините, Юлия, и сколько всего вы учились в академии? 8 лет. Далее в зоне СВО с февраля 22... Начинали с чего свою хирургическую карьеру? Хирургическую службу начала как раз в медицинском батальоне.
И мы как раз застали вспышки по борьбе с ковидом, и далее были сразу направлены как раз вот с февраля 22 года по май 25 мы вместе с коллегами, со мной был там мой супруг, он военный анестезиолог, мы находились в зоне специальной военной операции, оказывали медицинскую помощь в полном объеме. И знаете, несмотря вот на череду раненых, операций, бессонных ночей, нас самих всегда спасали люди, наставники. И это очень важно, что хочется выразить благодарность и низкий поклон всем врачам, медикам, которые пришли из гражданских больниц, из военных госпиталей и встали вместе с нами, старших товарищей, наставников, которые обучали, и мы переняли от них их колоссальный опыт и избежали каких-либо ошибок и неверных решений. Благодаря этому они спасли намного больше жизней. И сегодня, находясь здесь, мне, честно говоря, до сих пор не верится, что спустя столько лет все-таки осуществилась моя давняя мечта. Спасибо вам большое за то, что вы делаете данные встречи возможными. Также хочется поблагодарить и за программу «Время героев», не только федеральную, но и региональных уровней. Это действительно очень важно, что вы видите в нас такой потенциал, надеетесь, и мы не должны ни в коем случае не подвести ни вас, ни страну, ни наших товарищей. Также хотелось сказать о том, что ко мне, и я уверена, что ко многим медикам, неоднократно обращались с вопросом участники специальной военной операции, члены их семей, в частности, это, конечно, супруги, матери, по поводу охраны репродуктивного здоровья военнослужащих. Это сохранение фертильности после ранений, это юридическая неопределенность при использовании биологического материала. С вашего позволения, я бы передала протоколу возможные мероприятия, которые можно разрешить данную ситуацию, потому что вопрос стоит довольно острый, и он очень важен не только для сохранения семейного благополучия, но и для повышения демографии. Полностью с этим согласен. Условия, в которых ребята воюют, несут службу, они очень суровые. Это Да. понятно. Преодоление водных преград, там они спят на земле и так далее. Это тяжелая работа, кроме всего прочего, кроме того, что это опасно для жизни и здоровья, это еще и тяжелая работа. Поэтому это очень важный вопрос. С удовольствием сам посмотрю и в Минздрав это все передам. А вот смотрите, Юлия, за последнее время что вы могли бы отметить? Как меняется военное здравоохранение, в том числе и прежде всего вот, в рамках и в зоне проведения СВО? На самом деле колоссально, конечно, есть изменения. Сравнить даже 22 год и вот 25-й. Сейчас очень хорошо настроена логистика, маршрутизация пациентов. Высококвалифицированную медицинскую помощь оказывают уже чуть ли не в окопах, не в подвалах, не вот всегда, везде специалисты различного уровня. Важно, что это все замыкается на госпиталя 3-го уровня, где, конечно, уже прицельно, точечно, уже узкие специалисты смотрят и что-то усовершенствуют, что-то лучше делают и оказывают медицинскую помощь нашим бойцам. И также хочется отметить, что и качество ранений изменилось, потому что вначале все-таки не было ни БПЛА, ничего подобного, ну, в таких объемах. И другие средства были ведения боевых действий? Ну, это очень важно, потому что сейчас, конечно, и сосудистые хирурги колоссальные творят. Юля, а что вот на данный момент, имею в виду особенности сегодняшнего дня, нужно было бы сделать дополнительно? Дополнительно? Да. Ну, Вот вы как человек, который там был, знает там обстановку, вот что нужно там сделать дополнительно? Да, я бы вот дополнила то, что вот как выше уже сказала про репродуктивные технологии. Конечно, очень многие ребята обеспокоены, если тем более, допустим, ранения в той зоне, затрагивающая, да. И, конечно, им очень важно, чтобы была какая-то база, был уже отработанный механизм, налаженный, чтобы они не беспокоились за свое будущее. Да. На мой взгляд, это очень важно, и в рамках нашей... Хорошо, я услышал. А вот еще вопрос. Вы упомянули о том, что приходят на военную службу сейчас люди с гражданкой.
из гражданских лечебных заведений. Вот взаимодействие в целом между военной медициной и гражданской медициной. Вы как-то с этим соприкасались? Да. Как это налажено? И что можно было бы сделать дополнительно, чтобы и по той, и по другой линии шла работа еще эффективнее, нацеленная на поддержание, на оказание помощи нашим ребятам? Конечно, у нас на самом деле всегда было очень налажено взаимодействие с гражданским здравоохранением в части касающихся каких-то очень сложных оперативных вмешательств или что-то подобное. Нам никогда не отказывали флагманские медицинские учреждения. Всегда точечно можно было обратиться к специалисту, который именно квалифицирован в данной области. Что касается сейчас, допустим, вот в Московской области уже гражданское здравоохранение, оно помогает даже в написании и военно-врачебных комиссий. Вот, то есть они максимально погружены в этот вопрос. И важно, что когда к нам приходят именно врачи из гражданских медучреждений, они видят это все воочию, насколько вот отличается все-таки прием и работа в мирное время здесь, вот когда обозначены сроки, время с 9 до 18, например, там, или до 20. Да, и вот какова работа там, и какая колоссальная нагрузка лежит на именно военных медиках. Поэтому... Взаимодействие между военной медициной и гражданской в целом налажено, никаких отказов там вы не видите? Отказов нету, но, возможно, бывают иногда юридические какие-то рамки, что вот мы встречаемся с приказами Министерства здравоохранения, и, допустим, какой-то там объем помощи все равно находят всегда возможность оказать в полном объеме медицинскую помощь, но, тем не менее, иногда вот все-таки необходимо проработать именно законодательную часть. Хорошо, мы посмотрим на нормативную базу еще раз. Спасибо большое. Спасибо. Да, кстати, вот на платформе «Это время героев» как там организована работа? Ой, спасибо вам огромное вот за эту программу, конечно. Это колоссальный опыт. До сих пор даже и этому не верится. А чем вы занимаетесь? У меня наставник Воробьев Андрей Юрьевич. В рамках... Он чего в медицине понимает? Ну, в рамках... Я прохожу стажировку в Министерстве здравоохранения Московской области. Вот, и, конечно, там у нас есть министр Забелин Максим Васильевич. Он все понимает в медицине. Организатор. Да. И, конечно, есть чему научиться, перенять опыт. Интересно, полезно? Да, очень полезно вот эта интеграция. Все-таки очень отличается военное здравоохранение от гражданского, потому что я всю жизнь только знаю, как правильно и как работает именно у нас все в Министерстве обороны. Хорошо, спасибо. Расширяет кругозор. Да, это очень. Спасибо огромное. Спасибо большое.